География моего авантюрного замысла была грандиозной. От высоких Балкан до 3 островов Средиземного моря. Сука. Ой, олень. Но с самого начала были тревожные звонки, на которые я не обращал внимания. Ой, ты маленькая. Сейчас, оглядываясь, я понимаю, все это было уроком. Ну ты б даешь. Куда ты б заехал? Главное в пути не пройденное расстояние, а решимость дойти до горизонта. Но обо всем этом по порядку. Ну, конечно, база была засекречена пипец как. Ее фиг нашли бы эти самолеты. Но единственное, можно было найти по взлетным полосам. Как для МиГ-21, то они действительно очень-очень длинные. Ну, а сейчас мы будем въезжать в Боснию и Герцеговину. Босния не входит в состав Евросоюза, поэтому придется проходить таможенный контроль. Босния! Чудик, новая страна. Босния и Герцеговина. Поехали! И вот так мы заехали в мусульманскую страну, Босния и Герцеговина. Сейчас я двигался в национальный парк Уна. Хотя большая часть этого парка находится в Боснии. Я хочу это все увидеть вот со стороны Хорватии. Главный его водопад Штрепский Буг я хотел увидеть со стороны Хорватии. Там, где его видел мой друг Сергей Гесь. Именно он стал для меня вдохновителем. Да не я один тут крейзи. На той стороне находится национальный парк Уна. Если я сейчас возьму камень хорватский, кину на ту сторону, то он будет уже боснийский. Подписывайтесь, ставьте лайки. Блин, как я тут дал. Вот здесь вот он, в описании. Вау, какой там каньон! Снова граница. Капец. И снова нас приветствует Хорватия. Прикольно. А вот это точно я уже еду Сереги Геся дорогой. Вот такой вот небольшой дорогой, заброшенной где-то в лесах, деревеньку проехал. Он здесь ехал и спускался вниз к тому водопаду со стороны Хорватии. И спрашивают, где ты постоянно ездишь? Да вот так вот постоянно я и езжу. Пятизначное название дороги 59074. Посмотрите на вот эту дорогу. Она просто тупо идет в лесу. Капец. Круто. Вот он последний рывок, так что вот они 7 минут, 3-4 километра. У вас посмотреть, так вы тут автобан собираетесь ложить. Ух, как он забрался туда, а, видали? Когда-то Серега Гесь тут ехал по камням. Друзья, тут дорога. И прямо она выходит к водопаду. Обалдеть. Просто я в шоке.
Хорваты, я вас обожаю, вы красавцы. Вы умеете бабки зарабатывать на туризме. Просто красавцы. Это финальный такой же, самый-самый-самый финальный. Аккуратненько можно проехать. Штребский буг – это место, где природа говорит громче любого слова. Когда-то, наверное, была мельница. Вот из этих камней. И на секундочку кажется, что ты стоишь на границе мира, где начинается настоящая стихия. Сам водопад состоит из двух частей и имеет общую высоту 25 метров. В этом падении воды есть что-то такое, что заставляет тебя понять. Любая дорога приводит тебя к точкам, в которых мир раскрывается по-настоящему. Просто, мощно и честно. К вечеру дорога начала менять свое лицо. Мне уже нужно было думать о ночлеге, но внезапно дорога вывела меня туда, где карты теряют весь смысл. Снова какими-то чигирями я пытаюсь проехать. Капец. Блин, какое тут все заброшенное. Тут вообще никто не живет. Как я сюда заехал? Я немного сбился с маршрута и оказался на заброшенных дорогах. Тихих, пустых и немного пугающих. Вообще просто все заброшенное. Кладбище тоже заброшено. Каждый поворот скрывал определенную неожиданность. Собаки, блядь, бешеные. Ну, лишний раз убеждаюсь в том, что все равно асфальт есть. Деревья вокруг как будто смотрели вслед, но я продолжал ехать вперед. Сейчас буду смотреть, где там есть какой-то кемпинг для того, чтобы переночевать. Чувствуя, что где-то впереди найдется то самое место, небольшой, уютный городок, в котором я смогу остановиться и перевести свое дыхание. Я в таком районе, что тут кемпингов и нету, на карте не показывает. Но есть вот проживание рядом. You have it in room? Yes, I have How much? 40 euro. 40. A breakfast tomorrow? Yes, you have. Окей. Супер. День закончился тихой усталостью и маленькой победой. Я нашел, что искал, оставив позади запутанные дороги и тревожную неизвестность. Очередное утро в Хорватии. Очередная дорога без названия. И снова не туристические маршруты. Все-таки я решил ехать через горы. Наш путь сейчас лежит в ущелье реки Крупа. Нам туда ехать 67 километров. Там есть скрытая жемчужина Хорватии.
Это непростые 67 километров. Дорога вьется серпантинами сквозь лес. Медленно поднимаясь к перевалу, с которого открывается потрясающий вид. Дорога 5217. Эта дорога проходит через регион Лика. Местность с древней историей и шрамами недавнего прошлого. Здесь проходила линия фронта во времена Хорватской войны. И тысячи людей, покидая свои дома, не зная, вернутся ли. Мир пришел, но вернулись не все. Сейчас это самый малонаселенный регион Хорватии, где дороги хранят больше воспоминаний, чем указателей. Вот сейчас где-то вот туда надо вниз спускаться. 10% уклон. Нормально. Ого. Ого. Понятно, какие нафиг туристы сюда придут. И действительно, вот она, спрятанная жемчужина. Я еду к месту, которое существует в единственном экземпляре. Это Кудин мост на реке Крупа. Расположено это место в красивом каньоне, на дне которого протекает река Крупа, которая является одной из самых чистых карстовых рек Хорватии. Ну, как вы поняли, нас не только каньон интересует. Нас интересует уникальный мост, который был построен на рубеже 18-19 века. Оставивший мотоцикл на парковке, мне нужно было пройти по горам около 2 километров для того, чтобы увидеть это чудо. Мост, который был построен местным мастером по имени Куда. Это не просто переправа. Это рукотворный диалог человека с рекой. Кудин мост – это цепочка из каменных ступеней и мини-арок, словно дорога, застывшая над рекой. Вот такие вот арки сложены, без раствора. Просто камни лежат на камнях. Я реально счастлив, что я сюда пришел. Этот мост не строили по приказу, не строили ради дорог. Его строили ради любимого человека, который находился на другом берегу реки. Именно так гласит легенда. Это я не учел, что 20 минут только спускаться, а подниматься все полчаса. Ну ничего, это реально того стоит.
И вот сейчас я понимаю, как круто сидеть на мотоцикле. Ладно, туда спуститься еще более-менее, но обратно подниматься — это была катастрофа. Я продолжаю ехать по дорогам, где туристы появляются редко. Эти дороги ведут через маленькие деревни, тихие, почти безлюдные, но по-своему живые и настоящие. Посмотрите на этот древний мост. Конечно, разве это Хорватия? Это, по-моему, вообще не Хорватия. Здесь нет суеты, здесь время как будто замедляется. Может, это я опять выбрал не то, что нужно? Удивительно, но именно здесь дорога становится идеальной. Словно создана для того, чтобы ехать и смотреть по сторонам. Эти места не кричат о себе, они просто существуют. И в этом их особая красота. Конечно, здесь другая совершенно Хорватия. Интересная вообще, вот я привык к другой Хорватии. Ну, понятно. Сейчас мой путь лежал к одной из самых известных достопримечательностей Хорватии. Месту, о котором знают многие, и куда стремятся тысячи. Крка! Вот он начинается. Я представляю, сколько там сейчас людей. Я понимал, здесь вряд ли будет тихо и безлюдно. Но иногда есть места, которые нужно увидеть хотя бы раз, независимо от их популярности. Вода здесь не просто течет, она живет. Ее потоки пробиваются сквозь камень и время. За каждым поворотом открывается новый вид. Здесь природа говорит шепотом, но ее слышно далеко. Длина этого каньона 75 километров. Это то место, которое нужно увидеть. Но желательно, когда здесь немного туристов. Я не смог найти место, где оставить мотоцикл, и решил продолжить свой маршрут к новым заданным точкам. Посмотрите на это все. Просто обалдеть. Мне сейчас надо стартануть и проехать 147 километров. Никаких особо достопримечательностей, которые бы я включил в свой маршрут, там нету. По сложившейся традиции я разрабатываю маршрут и готовлю его детально. И это путешествие не стало исключением. Мои контакты вы сможете найти в описании к этому видео. Обращайтесь, и я с удовольствием вам отправлю этот маршрут. Это будет вот такая вот дорога, вот такими вот горами. Поехали, друзья! Я двигался дальше, в сторону боснийской границы. Сегодня я хотел доехать до очень интересного боснийского города. Обалденная дорога. Но на моем пути был один из самых древних городов Хорватии
Это город. Сильный. Слушайте, ну мне, конечно, интересно ехать вот по таким городкам. Старым, древним. Реально интересно. Впервые о нем стало известно во времена Римской империи. Более 100 лет этот город был частью Османской империи. Кладбище на горе сделано. Сверху стоит церквушка и кладбище. Я бы, может быть, и кофе где-то попил бы. Back in Black. Купил кофе себе и водички. Вы слышите музыку? Отлично. Там одни мужики сидят и курят внутри. Ну, вообще круто. Нормально сразу так. Ух, добавилось энергии. Сейчас мне нужно было найти тот затерянный пункт пропуска. Ведь это была самая близкая точка к еще одному малоизвестному чуду природы. Непонятно, на какую границу я еду, но где-то здесь есть граница. И до нее буквально мне пару-тройку метров. Неужели тут есть граница? Прикольно. Пункт пограничный. Ага, дипломат. Печь млиный. Yeah. 7 o'clock closer. I'm done. Thank you.